Доброго всем дня! Сегодня у нас 30 октября 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Как вы можете видеть, я вышла на улицу. Иду в аптеку. Вчера Ромас мне ходил в аптеку за лекарствами. Сегодня иду я ему. Он не подхватил от меня вирус, я иду по другой причине. У меня сегодня нет температуры, но голос по-прежнему слышите какой, да? У нас началось бабье лето, третье, или я не знаю, какое по счету. Плюс 18 градусов сегодня ожидается. Это, конечно же, радует. И завтра будет плюс 18 градусов. Это так, знаете, вот осень такая золотая, красивая. Сейчас нужно где-то гулять. И грустно, конечно же, осознавать то, что ты болеешь и не можешь пойти туда, куда тебе бы хотелось пойти. Ну, ничего. Я сейчас здесь хожу круги вокруг аптеки, наворачиваю, потому что хочу снять для вас видео, и потом зайду в аптеку. Сейчас, кстати, шла, встретила свою знакомую. Я вам сейчас расскажу, будете. Встретила свою знакомую, которая вернулась из Польши. Они 1,5 года были в Польше и сбежали оттуда. Сбежали, это, конечно, вообще интересная история. Я так вкратце вам расскажу, потому что я сейчас стояла с ней, минут 40 разговаривала. В общем, они там работали на каком-то предприятии, на каком-то заводе, но условия стали уже невозможные. И она туда уехала со своей старшей дочерью вместе работать, а муж остался здесь. Получается, она 1,5 года не видела мужа. Условия труда стали там какие-то невыносимые, невозможные. Аренду за квартиру подняли еще больше. В общем, она даже не доработав месяц до конца, просто взяла и сбежала оттуда. И говорит, теперь вообще не знает, что будет, потому что я так поняла, что она с работодателем не расторгла. Ну, я не знаю, это было по контракту или по договору. Не по договору. В общем, она не предупредила даже работодателя о том, что она уезжает обратно в Украину, в Харьков домой, а вот так вот по-тихому сбежала. Ну, и говорит, что будет здесь устраиваться на работу в Харькове, лучше жить в Харькове с меньшей заработной, допустим, платой, чем в тех условиях, которые там у нее были в Польше. Она говорит, что это какие-то рабские условия, и, в общем, так жить невозможно, потому что все сводится к тому, что, я не знаю, по сколько часов в день они работали, но вот вставали рано утром, работали, потом возвращались домой, что-то перекусили, спали, и опять утром работали. В общем, ну и еще я говорю, что из-за того, что там рабочих рук не хватает, то не хватает работников, получается, что на них работы в 2 или в 3 раза больше повесили. Ненормированный у них стал график, не такой, как должен быть, а зарплата от этого особо-то не повысилась. В общем, вот так вот с Польши возвращаются сейчас украинцы домой. И рады, счастливы. Она говорит, что приехала, готова была землю вообще целовать. Ну, я даже не удивлена, потому что лучше, чем дом, лучше своего родного края нет ничего. Лучше, чем дома, не будет нигде. Поэтому, естественно, что дома человек себя чувствует защищенным. Она говорит, что вот приехала сразу и воздушная тревога, да, вот мы сейчас с ней стояли, началась воздушная тревога. И я смотрю на реакцию и говорю, это будет сложно привыкнуть к воздушным тревогам, здесь так постоянно, мы-то уже привыкли. И она говорит, да лучше я здесь буду сидеть под ракетами, чем, ну, в общем, естественно, люди хотят мира, люди хотят, чтобы быстрее закончилась война. Но уже сейчас очень у многих не выдерживают нервы, они едут домой, несмотря на то, что здесь неизвестно, что их может ожидать. Война-то еще не закончилась, но люди принимают решение быть здесь, работать здесь.
И вот она говорит, буду поднимать экономику страны. И еще там собираются, кстати, у нее там были друзья, знакомые, они тоже собираются вернуться обратно в Украину, в Харьков. Меня это, конечно же, радует, то, что люди возвращаются. Вообще очень много вернулось еще весной и летом 2023 года. Но, простите еще раз за мой голос, я понимаю, что я сама слышу, что я разговариваю, знаете, как какую-то трубу. Не знаю. Может быть, вы даже не заметите изменения, но я слышу. Мне довольно-таки сложно говорить. В общем, вот так вот. Такие вот новости житейские. Нора немного тоже приболела, побаливает горло. Грустно. Я же еще раз говорю, когда хорошая погода, а ты болеешь. Хочется пойти погулять, хочется с Амираном пойти погулять в парк. А вот так вот, а мы болеем. У меня еще столько было запланировано дел, встреч, каких-то планов. Ну, кто-то вчера, кстати, писал о том, что каждый раз, когда мы болеем, я знаю такую теорию, что каждый раз, когда мы болеем, это значит время на то, чтобы остановиться, подумать о своей жизни, переосмыслить ее, и, возможно, ты что-то не так где-то делаешь и пойти другим путем. Так что, кстати, я вчера прочитала книгу, целую книгу, да, за несколько часов, которую дала мне Лена. Леночка поймет, о какой книге речь. Сегодня у меня еще там план на одну книгу, если получится. Вчера страшно глаза болели. Так что я так читала, но это все было насильно. Насильно читала, но ничего, я вообще ни о чем не жалею. Лучше читать, чем зависать в смартфоне. Или в компьютере, или в телевизоре. Вот так вот. Я считаю. Так, пойду я в аптеку. Не знаю, что сегодня у меня еще получится. Все будет зависеть от моего... Выйдет второе видео, не выйдет. Все будет зависеть от моего состояния здоровья. Всем огромное спасибо за поддержку. Огромное спасибо за просмотр. Ну и вообще, за то, что остаетесь со мной в это непростое время. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.